Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семёныч. На дворе у нас сегодня вот такой вот хороший, ясный весенний денек. На улице у нас 20 марта, Новосибирская область. По идее идет весна календарная, но по факту, как видите, вот вчера сантиметров, наверное, 10-12 точно навалило снега. Ну ничего страшного, снега у нас в Сибири в этом году и так мало. Речь у нас сегодня с вами пойдет, вернее видео, о нашем помощнике, мотобуксировщике Рыбак. Немного сделаем выводов, поговорим по поводу эксплуатации его за, что получается, 3 месяца. Ну и сделаем техническое обслуживание ему. Когда собирался приобрести данный мотобуксировщик, ну, в принципе, думал на рыбалку, да на охоту на нем буду ездить. А оказалось, нет. Не зря говорят, поговорка такая есть, что аппетит приходит во время еды. Ну а здесь у меня только что за место еды эксплуатация. Во время эксплуатации он себя зарекомендовал очень с положительной стороны. Вы прекрасно видели, куда мы с вами ездили и на рыбалку, и на охоту на нем. Ну и также он хороший помощник оказался по хозяйству. На нем я бывало и ездил, водичку возил животным, когда у меня там с водой были проблемы. Вот, и к родителям я ездил, там пшеничку возил, за дровами даже ездил. Ну и многие такие вещи, даже элементарно вечерком проехаться вдоль речки, там у меня рядышком проходит с домом. Вдоль речки прокатиться, посмотреть, ловится рыбка или не ловится. Или просто так взять и прокатиться. Этот мотобуксировщик покупал я на заводе производителей, который расположен в Ярославской области, город Рыбинск. За все время эксплуатации, это получается где-то 2,5 месяца. Ну что могу сказать, только у меня положительные эмоции по этой технике. Увозил всегда в место назначения, ну и доставлял в место дислокации без проблем. За этот период у меня ни разу не было поломок, ничего такого. Также общался я с товарищами, с друзьями, с приятелями, со знакомыми, у кого эксплуатируется такая техника. У многих были проблемы со свечами, то заливало их, то ли там не работала свечка, то ли еще, всяко в общем. Здесь, не кривя душой, скажу честно, свечку я даже не выкручивал. Вот он, свечной ключ с завода как шел, вот так вот замотан, я его даже, ну, не распечатывал. Хотя вот приобрел также вот такую вот свечечку на прозапас и всегда ее с собой вожу. Вот. А многие их пачками возят в карманах. Также мне говорили по поводу двигателя, что, допустим, нужно закрывать краник. Иначе этот бензин может слиться в картер. Но у меня такого не было. У меня плюс... К тому на болотоходе, на лодке, тоже установлен двигатель Лифан 192 FD. Вот, и у меня такого сроду не было, чтобы туда-сюда краник. У меня вот тут он, допустим, как открыл я его, бывает забуду закрыть, там или еще что. Но у меня такого нету. У меня единственное, всегда есть мода такая. Вот, допустим, перед тем, как эксплуатировать, я вот подхожу, откручиваю щуп. Смотрю, если уровень, все, я его закручиваю обратно и завожу. То есть, если, допустим, этот бензин бы слился в картер, естественно, уровень масла был бы большой. Вот как-то так. Еще один из плюсов
по комплектации данного мотобуксировщика здесь вот установлен реверс-редуктор. Мне он очень сильно понравился. Но я когда, как сказать, выбирал мотобуксировщики и случайно увидел эту модель. И вот он меня очень сильно привлек, вот этот реверс-редуктор. Несмотря на то, что этот мотобуксировщик весит 125 килограмм, я вроде парень молодой, крепкий, но и то для меня где-то поднимать это тяжеловато, допустим. А еще плюс к тому, что, допустим, уставший будешь, плюс одетый, это тепло, это вдвойне, как говорится, неудобно. Ну, в общем, так вот. Кто давно подписан на канал, видели прекрасно, как я с данным реверс-редуктором разгружал его с тележки. Это очень удобно. И в гараж заезжать, и из гаража выезжать. Ну, в общем, очень хорошо. Мне сильно это понравилось. Также здесь, как видите, установлен у нас замок зажигания. То есть можно с ключа завести наш мотобуксировщик. Сейчас давайте. Я им практически никогда не пользуюсь. Так, на всякий случай. Вот без проблем работает. Чека здесь, вот она. Здесь ее необходимо за пояс куда-нибудь пристегивать. Но здесь все слушается нормально. Закусывать не закусывать. Но это тоже техническое обслуживание. Мы к этому подойдем. Ну, в общем, вот такие вот у меня о нем впечатления, только положительные. Также во время эксплуатации у меня, вот как я увидел, вот видите, здесь вот немного защита. Вот, когда сворачиваешь его вот так вот видите, происходит что? Это во время мороза. Также с одной стороны потерял вот такую вот гаечку. Как видите, она вот от руки все заворачивается. И вот с этой стороны потерял гаечку на мотобуксировщике, когда готовился к ТО, обследовал его. Здесь на катках, как видите, вот расположены вот такие вот крышечки силиконовые. Здесь, как видим, на некоторых нету катках. Это, конечно, очень плохо. Перед тем, как будем ставить его на консервацию полностью, придется разбирать вот эти вот катки и набивать туда смазки. Я эти, конечно, приобрел. Вот они. Вот поставлю. В магазине продаются. Ну вот как-то так. Больше у меня такого здесь ничего не происходило. Сверху, конечно же, здесь обтер. Здесь немного такой вот гламурный цвет. Некоторые еще называют его цыпочка. На цыпленка то, что похож. И он очень маркий. Ну ничего страшного. Изнутри, вот здесь вот, я ничего не вытирал. Вот как все есть, так и есть. Вот он, ручной тормоз. Тоже расположен здесь. Дисковый. И все вот в таком вот состоянии находится. Это вот от ремня. Бывает, наверное, что-то летит. По конструкции здесь вообще ничего не переделывал. Хотя вот так же, вот, когда я общался со знакомыми, у кого такие мотособаки, очень многие мучаются именно вот с этими вот валами. У кого-то здесь там по 2 цепи стоит. Там, конструкции всякие, кто на что гораздо, производитель. Но здесь я вот говорю, вообще даже вытирать ничего не стал, чтобы, как говорится, вам показать свою естественную эксплуатацию его. Вот, то есть я здесь никуда абсолютно не лез. В этот мы реверс-редукторы не полезем, так как там техническое обслуживание посмотрел по эксплуатации, по руководству. Поэтому оно делается раз в сезон, либо 600 моточасов пройти. Ну а здесь мы сейчас с вами берем вот такую вот инструкцию по эксплуатации и приступаем к техническому обслуживанию. Здесь, конечно, на данную технику необходимо проходить это техническое обслуживание в дилерских центрах. Но у нас они самое ближайшее, это, наверное,
город Новосибирск, я думаю. Это от нас он расположен 380 километров, практически 400. Вот, но это туда-обратно его сгонять, это, во-первых, накладно, ну и, во-вторых, дорого будет стоить. Но здесь даже вот в инструкции по эксплуатации указано, что если у вас есть вот такой вот дома ZIP, и вы не боитесь крутить гайки, то можете сами произвести техническое обслуживание, к чему мы сейчас и приступаем. Открываем таблицу технического обслуживания буксировщика «Рыбак». И вот в первом столбце мы видим предпродажную подготовку, что они выполняют здесь. Ну а мы будем с вами делать ТО-1. Это после первого месяца или 20 часов работы. Ну, прошло у нас уже 2 с лишним месяца. Где-то по, примерно по подсчетам, где-то около 20 часов работы мотобуксировщик у меня прошел. Ну и смотрим, первый плюсик — это заменить масло. Масло мы будем заливать, как указано в инструкции. Вот, SAE 5V30. Вот, называется Хьютер. Ну, какое было в магазине, такое вот приобрел. Так как у нас заправочная емкость в этом двигателе у нас 1,1 литр. Так что будем... Я взял, приобрел 2 баночки, так как емкость здесь 1 литра. Ну все, приступаем. Заменить масло здесь можно либо наклонить его, отвернуть гаечку там, вот эту вот, и наклонить его, чтобы слить масло. Либо можно открыть вот этот вот крышечку, что мы сейчас будем делать. Возьмем шприц и откачаем масло. У меня вот есть шприц новый на 160 даже миллилитров. У меня такой вот еще есть, как говорится, боевой. Что мы сейчас и делаем. Подкладываем сюда тряпочку, опускаем трубку сюда, ну и тянем. Ну и вот, как видите, прекрасно закачивается отработанное масло. Вот столько вот у нас получилось масла. Мы его, конечно же, не выкидываем, так как у меня много сельхозтехники. Куда-нибудь пойдет в редуктор. Берем с вами канистрочку, открываем и аналогичным способом, только в обратном направлении, добавляем масло обратно, только уже чистое. Так как у меня воронки, конечно, есть, но с узким горлом у меня, к сожалению, нету. Я то же самое делаю, только в обратном направлении. Маслице капнули на тряпочку. Это уже хорошо. Первая баклажечка у нас закончилась. Берем вторую. По идее 100 грамм должно найти. 100 миллилитров. Вот ровно 100 миллилитров. Но по идее должно вот это и все быть. Да, все верно. Вот она уже здесь. Берем щуп. Да, вот оно, масло, вот оно. Остаток оставляем, закрываем. Если всякое может быть, в случае чего, на доливку.
Все. Вот так вот мы заменили наше маслице. Сейчас пробуем запустить двигатель. Ну вот и все. Благополучно заменили масло в двигателе. Сейчас переходим к следующему пункту нашего технического обслуживания. Следующий у нас с вами плюсик идет, это проверить и отрегулировать натяжение гусеницы. А гусеницу мы с вами регулируем как? Стрела прогиба ленты от приложенной силы в 1,3 кг в средней части между ведущим валом и ведомым и поддерживающим склизом должна быть 15-20 мм. Проверяем. Вот так вот я его подвесил подручными средствами. И вот надавливаю. Вот он. То есть вот он. Средняя часть. Вот он ведущий, вот он ведомый вал. И вот в этом месте, вот он есть, 15-20 миллиметров. То есть все нормально. А если бы было ненормально, то с помощью вот этих вот болтов ослабляем вот этот болт с той стороны тоже. И вот эту контргаечку откручиваем и начинаем его мерить. Соосность, то есть сделать и тому подобное. Соосность делаем с помощью рулетки. Это то есть вот так вот примерно. Вот здесь вот вал, вот он. Так, и здесь вот 118 сантиметров. Так, и там, вон он вал. Вот он, и вот он. То же самое, 118 сантиметров. Все у нас с вами хорошо. Сейчас опускаем и дальше продолжаем делать ТО. Так, следующее у нас оси ходовой части. Но мы это сейчас только что проверили. Проверить расстояние между осями при необходимости отрегулировать. Далее, цепная передача. Проверить расположение звездочек передачи в одной плоскости, при необходимости отрегулировать натяжение цепи. Для этого мы с вами берем линеечку. Я возьму уголочек, подставляем вот так вот. И что здесь вот у нас не должно быть зазора, что там у нас, все лежать в одной плоскости, что у нас и находится. Натяжение цепи у нас нормальное. Здесь вот натяжитель цепи еще стоит. Канавки выработались уже. Я обычно перед поездкой беру ВДшечку и вот так вот делаю. Все. Больше я ее ничем не смазываю. Но от нее, конечно, здесь немного грязи. Я это все вытер. Но тем не менее. Все техническое обслуживание проведено. Если что, мы это сейчас до этого дойдем. Полностью по всему мотобуксировщику сделаем протяжечку. Но они с момента самого завода все нормально было протянуто. Единственное, вперед там, я помню, по-моему, масса была маленечко отвернута и все. А так было все хорошо сделано, протянуто. Ну все, продолжаем дальше делать ТО. Вариатор не нужно, двигатель не нужно, тросик газа. Вот как я вам говорил вперед. Так, тросик газа. Проверить легкость перемещения в оболочке тросика газа и смазать. Вот. Но зачем его смазывать, если он нормально так хорошо работает? Вот он. Что этот, что этот. Если бы у нас он заклинивал, вот, мы бы здесь вот отвернули, вот здесь вот вытащили и накапали туда какой-нибудь жидкости. Либо моторного масла, либо тормозной жидкости. И он тем самым у нас смазался бы. Но я этого делать пока не буду. Все здесь нормально. Так, следующее по порядку. Подшипники ходовой части. Но я когда его поднимал, я каждый подшипничек, каждый ролик я прокрутил. Все нормально крутится, заклинившего нету. Но мы перед тем, как я уже сказал, ставить его на хранение, мы все обязательно
Открутим и смажем. Так, подшипники промежуточного вала. То же самое глянул. Амортизаторы плиты двигателя. Ну, им что доспеется. Вот они нормально еще. Ничего не порепались. Еще рано. Так. Далее. Топливный бак и топливный фильтр. Очистить. Ну, здесь то же самое. Что здесь? Нормально все, я думаю. Заправляемся, все хорошо. Вот он, топливный фильтр. Все здесь нормально, с моей точки зрения. Двигатель, вот он, КП 460Е здесь стоит. Загрязнений здесь никаких нету. Купил я специально этот канистрочку, заправляю его. То есть чисто 95-й бензин там. Следующее. Топливный шланг. Топливный шланг. Ну ничего, там нормально все. Не порепан. Мокроты никакой не видно, влажности. Еще рано ломаться, с моей точки зрения. Но хотя в некоторые мотобуксировщики, вот я в интернете смотрел, все равно мучаются. Не буду, конечно, говорить название мотобуксировщиков, но тем не менее. Так, воздушный фильтр. Последний пункт нашего технического обслуживания. Смотрим. Расположен у нас здесь вот. Некоторые его на зиму вообще убирают, но я не убираю. Вот он у меня в каком положении. Не замаслен, ничего, все хорошо. Запускается двигатель. Мне очень нравится, как максимально с третьего попытки запускается. Может быть, причины, допустим, бывает, что то из этого. Вот он, нормально все, чистенький фильтр здесь. Установим его обратно также. Вот он, все хорошо. Здесь тоже все прекрасно. Многие, может быть, как я уже сказал, эксплуатируют эти двигатели без вот такого вот кожуха, который я в свое время неправильно отдел. А благодаря вам, уважаемые зрители и подписчики, благодаря вашим комментариям, я делал его правильно. Вполне возможно, что он здесь обмораживается, конденсат происходит, ну и затем плохо работает двигатель. То глохнет, то не развивает обороты. Причина здесь, конечно, вагон и маленькая тележка. Так что все, на этом наше сегодняшнее ТО с вами закончено. Вот видите, пошоркалось как. Неприятно. Это от этого. Вот это вот место, скорее всего, так, нет, не это, а вот это вот, скорее всего, место давит на кожух, на вот этот вот защитный, а тот уже шоркает здесь. Ну, ничего страшного. В крайнем случае подкрасим, продавать мы его не собираемся. Подушки, вот они тоже хорошие, амортизаторы. Здесь ничего такого нету. Все здесь хорошо, прекрасно. Так, ну и все, в принципе, ТО наше с вами завершено. Как видно еще из видео, что на данном мотобуксировщике установлена вот такая вот мощная светодиодная фара, которая, как видно из видео, что даже хоть при работающем двигателе, хоть как мы его сейчас заглушили, она не мерцает. На многих мотобуксировщиках их даже вообще нету, а если где-то и стоит, то она реагирует на обороты двигателя. Также эта фара может регулироваться под угол наклона 10 градусов. Это в зависимости, по какой глубине снега вы едете. В общем, вот так вот.
комментариях мне также задавали вопросы по поводу расхода бензина на данном мотобуксировщике. Но он у меня ни разу не заканчивался, бензин. Где-то я доливал в пути, где-то брал просто с собой, но факт то, что у меня бензин всегда с собой был. Вот. И здесь вот технические характеристики мотобуксировщиков Рыбак. Вот всякие классы здесь. И здесь вот максимальный расход топлива на 100 километров. Вот 8,1 литра. Бензин можно заправлять 92, можно заправлять 95. Так что так вот. Сейчас смотрю на ходовку. Еще были такие случаи, общался когда с некоторыми, то вот эти вот катки у многих переворачивались. Но они, может быть, переворачивались из-за чего? Из-за того, что лихачат там или еще что-либо. На кочки, может быть, попадают. Ну, как-то так. У меня, в общем, такого ни разу не было. И вообще на этой технике, допустим, едешь когда сильно быстро, вот лично для меня, при наезде на какое-нибудь препятствие, на какую-нибудь кочку вообще элементарную, прям небольшенькую, его очень сильно подкидывает вверх. Поэтому необходимо передвигаться аккуратно и внимательно. И самое главное, при здравом уме и при трезвой памяти. Вот. Ну и все на этом. Будем заканчивать наше видео. Как я уже сказал, мотобуксировщик мне очень сильно понравился. В феврале месяце, кстати, звонили мне, я не знаю, ли дилеры, не дилеры, или с самого завода. Спрашивали по поводу эксплуатации. Может быть, у них порядок такой. Ну, я ответил, что все хорошо, все нормально. Единственное, мне еще охота попробовать этот мотобуксировщик поэксплуатировать с модулем толкач. Ну, у меня по зиме не получилось это все дело сделать, но я думаю, за лето либо приобрету, дебет с кредитом сведу, что дешевле будет. Вот, если время, как говорится, будет, либо сам сделаю. Места штатные для него, вот они идут. Здесь просто переводим его сюда и все. Так как эти мотобуксировщики очень хорошо идут с модулем толкач. Нисколько практически не отстают от снегоходов, по большому счету, по проходимости. Но у меня и так в этом году проходимость очень его удивила. Практически когда я хотел, куда хотел, я везде проезжал. Но в этом году, конечно, у нас зима, не сказать, что сильно снежная, хоть и в Сибири живем, но тем не менее. Ну все, в общем, спасибо большое всем, кто смотрел. Кому понравилась данная техника под названием Рыбак, приобретайте, не пожалеете. Я уже здесь как-никак могу сделать свои соответствующие выводы, так как немножко с ней поэксплуатировал, поиспользовал ее. Так что мне она всем понравилась. Подводить она мне еще тьфу-тьфу не сглазить ни разу не подводила. Ну все, всем до скорых встреч. Дело у нас к весне. Как я уже сказал, у нас сегодня 20 марта. С 10 апреля уже открывается охота на водоплавающую дичь, которая должна прилететь. Вот-вот, где-то летит уже. Так что я думаю, видео будут выходить почаще. Тем более ручейки у нас зажурчат. Свежая водичка. Рыбка начнет шевелиться. Ну, в общем, всем всего доброго и до новых встреч. Ну и самое главное, всем мирного неба над головой. Всем пока.